Алексей из-за невнимательности катает нас на троллейбусе, потому что он рассчитал деньги на карточке, которые на метро и на автобусе, но карточку нужно сдать в метро и получить за нее стоимость этой карточки 60 рублей. А стоимость поездки на автобус он не учел, что мы приедем на автобусе домой, и там уже не будет метро, где можно сдать карточку. Поэтому получилось, что прежде чем зайти в метро, он нас сейчас катает на троллейбусе. Вот. Неву опять проезжаем. Ночной Санкт-Петербург. Все здания подсвечены, красиво. Это мы вон там стояли, да? Сейчас проехали мост. Стрелка Василия Островского. Если автобус перевернется, на дверь упадет, например. Это что у нас, автобус или троллейбус? Проезжаем зоологический музей, в котором хотели купить сувенирку, но не смогли. Рядом кунсткамера, а на той стороне Дворцовая площадь. Нева, частично замерзшая, частично оттаившая. Ночная Дворцовая площадь. Малая морская улица. The next stop is Малая морская street. Вот такая красота. Все светится. Для нас все красиво. Сразу берем камеру, включаем. А для жителей Санкт-Петербурга все привычно. Все как обычно. Малая морская.
такая улица. Морская стрит. Ролл, кебаб, шаурма. Лабиринт. Бистро. 24 часа open, шоколадница. А вот опять кафе 24 часа. А вот опять кафе 24 часа. Это где мы были? Пирожное хотите? Это вот столовая, где мы были. Написано 24 часа, ничего себе. Муравейник крутится. Это Невский проспект, да, получается? Ночной Невский проспект. Красивый Невский проспект. Ночной. Subway, Миш. Станция метро Невский проспект. Какой? Казанский собор. Рив-Гош, выпечка. Слушайте, на каждом шагу выпечка. Столовая. Не могу сказать, но точно, но, по-моему, в Москве нет такого изобилия выпечки. Такое ощущение, что я не знаю, я вас кофей подобрала. Вот вас туда отвалилась, потому что достали. Приложили, не убирайте. Знаете, как он подойдет. Надо прийти. Знаете, должна быть взять. Большой гостиный двор. Ночной. Так, оплачиваем, не убираем, пришли, пожалуйста. О, красиво как. Надпись. А то я вашу голову больше снимаю. Я Олега голову снял, очень крупный получилось. Да, на Олег у нас самый... Площадочка в доме зашел.
Олег только снимает, может, нормально. Анечка, в мост опять проезжаем. Бликуют фонари вверху в стекле. Лучше всего снимаем шапки в Олеге. Троллейбусы. Это троллейбусы. Невский центр. О, красиво, как звездочки, да? Да, здание оформлено. Но днем бликов меньше от зеркал было, от стекол, то есть. Город-герой Ленинград. Мы приехали к Московскому вокзалу. Мы сегодня днем катались, мы вокруг него разворачивались и выезжали обратно. А сейчас просто проедем мимо и поедем по маршруту. Ой. Какой-то переезжаем мост. Даже не знаем через что. Столько освещения. Сзади здание интересно. Подсветкой подсвечено. Храм вон там немножко видно. И мост такой интересный, богатый. Даже не знаю, как этот назвать его. Охтинская гостиница на той стороне. Это, походу, все-таки река, которой мы сейчас переезжаем. Мост продолжается, мост не закончился. 1908 написано на мосту, видимо, год постройки. Такой серьезная конструкция. Такая вот история. Переехали сейчас в широкую реку. Не знаю, Нева это или как-то по-другому называется. Надо будет в карту глянуть. Алексей говорит, зато гульнули по поверхности. Мы приехали на станцию метро Новочеркасская. Это уже прямая ветка метро до нашего дома. Вот. И здесь живет наша подписчица Александра. Милая Саша, если смотришь, привет огромный. Я уже начала говорить в автобусе, просто было не очень удобно говорить, потому что народ был. Значит, Алексей рассчитал так, что на карточку, по которой мы ездили и в метро, и в автобусе, он рассчитал так, что нам тык-впритык должно было хватить на все поездки. Но он не учел то, что когда карточка уже становится не нужна, ее можно в метро сдать и получить обратно стоимость этой карточки. 60 рублей. На четверых это 240 рублей. Вот. Он не учел того, что когда мы на автобусе доедем до дома, то там карточку сдать негде. А сдавать ее надо в метро. Получается, мы приедем в метро до улицы Дыбенко, метро Дыбенко, вернее. И там нам надо ехать еще на автобусе. Но прежде чем поехать на автобусе, нам надо сдать карту, чтобы вернуть свои 60 рублей. Поездка на автобусе стоит 35 рублей. И встал вопрос о том, что либо мы теряем 35 рублей, либо мы теряем 60 рублей. И Алексей тогда предложил нам прокатиться на автобусе или на троллейбусе до какого-нибудь следующего метро. И я увидела станцию метро Новочеркасская, а это прямая ветка, то есть не надо уже в метро никуда пересаживаться. Сейчас по прямой до дома доедем. Так мы и покатались вот так внепланово на автобусе по ночному Санкт-Петербургу. А сейчас спускаемся на метро Новочеркасская. Поедем до метро Дыбенко. А потом на автобусе уже наличными заплатим. Исчерпан. Теперь выяснилось, что у нас рубля на карте не хватает. Поездка стоит 41 рубль, а на карте у каждого по 40 рублей.
А вот мне еще нравится на многих станциях метро вот такой плакат «Ночной Санкт-Петербург» и написано «Наш любимый город». Вот так выглядит станция метро Дыбенко. Ой, станция метро Новочеркасская в Санкт-Петербурге. И опять очень длинное, глубокое, очень глубокое метро и длинный эскалатор. А что вы мне тут встали все? Вот то, о чем я вам говорила. Смотрите, как красиво. Наш любимый город. Вот станция метро Новочеркасская. То было, вернее, вход в станцию метро, а это станция метро. Хотела рассказать про карты подорожник. Вот так они выглядят. С этой стороны и с обратной стороны. Мы купили 4 карточки для всей семьи. Вот. Помоги. Короче, сами, когда искали информацию, нигде не было никакой информации, ни у блогеров не нашли информации. Даже кассир первый раз заставила нас купить жетоны. Алексей спрашивал, вот в Москве есть карта «Тройка». Есть ли у вас что-то подобное, чтобы мы имели возможность дешевле поездки эти? Если покупать жетоны, один жетон 60 рублей. Туда-обратно 120, на семью из 4 человек это получается 480 рублей. То есть 500 рублей просто съездить куда-то разочек с семьей из 4 человек. Но в Москве по карте «Тройка» стоимость одной поездки 40 с чем-то рублей. Точно я сейчас не подскажу, мы давно не ездили в метро. А здесь 60 рублей. И когда Алексей спрашивал, есть ли что-то подобное в московской карте «Тройка» у вас в Санкт-Петербурге, первый раз кассир сказала, нет, нету, надо покупать жетоны. Или карта «Мир» должна быть, или там еще какие-то, да? Карта Петербургса, что ли? Карта Петербургса, ну, короче, вариантов у нас как бы нет. И мы купили жетоны, мы там почертыхались, что это очень дорого. Но потом, когда мы пришли на следующий день уже в кассу, кассир подробнейшим образом объяснила Алексею, что если берете карту подорожник, вы можете ею воспользоваться, тогда у вас одна поездка будет стоить 41 рубль. Рассчитывайте строго по поездкам своим, сколько вы будете кататься, а потом вы можете эту карточку сдать обратно. Каждая карточка стоит 60 рублей. Мы 4 карты купили. Потом, говорит, вы можете карту сдать и свои 60 рублей за карту эту получить обратно. Вот. Почему мы купили 4 карты на каждого члена семьи? Потому что если этого не сделать, то по одной карте интервал между поездками будет 10 минут. Тогда либо надо будет ждать, либо последующие поездки будут списываться по 60 рублей. Чтобы у всех было по 41 рублю, нужно 4 карты. Но мы за эти 4 карты, они, считай, бесплатные, потому что мы сейчас их сдадим и те же самые деньги получим. Тут сайт есть, подорожник.ру. Подробности можно почитать. На сайте подорожник.ру можно почитать. Сейчас мы заходили в автобус, нам тоже сказали, наличными 55 рублей, по карте подорожник 36 рублей. То есть это значительно удешевляет поездки на метро и на автобусе. Вот. Поэтому, если кто-то будет планировать находиться в Петербурге и у кого нету карточки «Мир», тогда обязательно пользуйтесь вот этим подорожником. Это значительно удешевит вам стоимость поездок.
То есть 60 рублей, почти, посмотрите, 60 рублей без карты, а 41 рубль с картой. Вот такие вот нюансы, что касается транспорта. И эта карточка действует и в автобусах, и в метро. Вот. И там сильно удешевляет поездки. Ой, ветрище какой, жесть. Вот такие дела. Сейчас Алексей пошел сдавать карточки. Мы его дождемся. Возврат денежных средств будет наличными у него. И на эти деньги мы сейчас поедем. Даже еще останется потом. На эти деньги мы сейчас поедем на автобусе. До дома уже непосредственно. Вот такие дела, вот такие нюансы. Поэтому, если кому-то информация была полезна, не благодарите. Вернее, ставьте пальчики вверх. А? Сейчас, сыночек, папа придет, мы же без папы не поедем.